Добрый вечер, господа. В нашей стране прямо вот сейчас на глазах происходят сенсационные вещи, которые почему-то не очень волнуют основные средства массовой информации, которые посвятили этим событиям совершенно незначительное, уделили этим событиям совершенно незначительное внимание. А именно, в Беларуси зафиксирован второй год зафиксировано падение преступности, причем на очень значительные величины. Дело в том, что обычно падение преступности у нас случаются тогда, когда заступает какой-то новый начальник на эту должность начальника министра внутренних дел, руководителя правоохранительных органов, допустим, другого уровня, и тогда он подгоняет преступность под свои, так сказать, намерения. А сейчас происходит спад преступности по объективным причинам, и я лично сам склонен доверять в определенной степени официальной статистике, которая декларируется правоохранительными органами. И вот буквально пару дней назад она была озвучена медийными ресурсами, официальными медийными ресурсами Беларуси. Но как-то так вяло. Они, видимо, такое впечатление, что сами не особенно понимают, что произошло, почему вдруг преступность упала. Смотрите, за первое полугодие 2025 года общее число преступлений уменьшилось на 18,5%. Ну, это почти на пятую часть. Это же, представляете, еще было бы на 20 почти процентов преступлений меньше. Ну, зафиксировано. Мы говорим только о тех преступлениях, которые стали предметом рассмотрения правоохранительных органов. А мы знаем, что правоохранительные органы зачастую преступления от учета скрывают. Но тут пошли такие, значит, цифры, и пошло такое явление, что оно, скорее всего, отражает объективную значит, тенденцию снижения преступности. Вот, потому что и за 24 год уровень преступности вообще снизился до исторического минимума. И мы можем даже повторить этот уровень сегодня. Что же является причинами такого сенсационного снижения уровня преступности? Ну, кроме тех, которые называют медийные ресурсы официальной Беларуси. Там говорят, что вот якобы улучшилась профилактика, и лучше стали устраивать на работу ранее судимых лиц, и вот вам, пожалуйста, результат. Но мы считаем, что это все лишь только какие-то производные величины. А вот почему именно снизилась преступность столь существенно, наши медийные ресурсы не рассказывают. А я вам расскажу. Итак, есть три причины, почему снижается преступность. Первая причина. Русский криминал ушел на войну. Все. Ему не до преступности в Беларуси. То есть ему бы и хорошо было бы продолжить совершать преступления в Беларуси, но таких людей стало попросту меньше. Вот и все. Вторая причина. Белорусские аферисты под видом революционеров свалили за границу, так как они еще и выступали, все эти наши аферисты, преступники, криминал, контрабандисты, они под видом революционеров свалили за границу. Почему? Потому что они еще и выступали против Лукашенко в 2020 году. И вся эта вот контрабандная мафия, которая занималась всем, от торговли людьми до торговли наркотиками, проституцией и так далее, просто свалили за границу и все. И третья причина.
поляки, литовисы сильно ограничили челночные поездки белорусов в свои страны. И, соответственно, были прерваны криминальные связи с преступным миром Польши, с преступным миром Литвы. Ну и частично там с другими странами. Ну, можно выделить еще четвертую причину. Украинский криминал теперь вынужден попадать в Беларусь окольным путем, там ехать на Польшу, на Литву, на Латвию, вот, и потом каким-то образом проникать к нам. А прямой дороги больше нет. Ну и вуаля. А вот то, что говорит медийная и прочая номенклатура правоохранительная, это, да, влияет на преступность, на уровень преступности, но самым таким незначительным образом, ну, в размере статистической погрешности. Ну, потому что ни экономических, ни социальных условий, изменившихся, мы не наблюдаем. Ничего не изменилось, кроме вот того, что мы назвали только что, перед этим. Ну, я, конечно, не отказываюсь от своих предыдущих слов, которые я уже говорил несколько раз на протяжении последних лет. Это то, что нынешний министр внутренних дел Кубраков – это лучший министр из тех, которые были когда-либо в Беларуси. Я не говорю, что он такой супер-министр, что он вообще лучше всех министров внутренних дел в мире. Но в Беларуси он точно лучше всех. И он работает именно по тем направлениям, которые входят в компетенцию министров, а не занимается всякой ерундой. Был, например, министр Сиваков, которого прозвали танкист. Вот. Сами оперативники внутренних дел прозвали танкистом. Вот. Так тот на коллегиях областных управлений внутренних дел читал какие-то лекции о психологии. Ну, были предположения, что их ему писала его жена, кандидат психологических наук, а может уже теперь она доктор. Ну, в общем, понимаете, чем отличается Кубраков, а вот от Сивакова и от некоторых других министров. Конечно, его деятельность и повлияла на состояние преступности в Беларуси, и в том, что она снижается, есть личная заслуга министра Кубракова. Ну вот, и хотелось бы отметить, что мы с вами буквально несколько недель назад отмечали, что между белорусской оппозицией и криминалом существует достаточно прямая, так сказать, и непосредственная причинная связь. Меньше оппозиции, меньше преступности. Это я не к тому, чтобы всех оппозиционеров помазать этой черной краской. Но я уже говорил, что среди моих знакомых оппозиционеров и среди тех знакомых, которые поддерживают Путина, в том числе и Россию, много всякого криминала. Вот. Так что кому война, господа, а нам, белорусам, снижение преступности. Но если вы не согласны с моими выводами, напишите, пожалуйста, в комментариях. До свидания.